Привет, Арми. Сегодня я хочу поделиться некоторыми интересными наблюдениями и слухами, касающимися Чингука и Тэхёна. Опять же, это чисто развлекательный материал, основанный на моей личной точке зрения. Не нужно верить ничему из этого, давайте наслаждаться этим с открытым умом. Трудно наблюдать за Тэхёном, не замечая, как он и Чингук снова и снова оказываются в одном пространстве, словно между ними существует естественное притяжение, из-за которого трудно поддерживать дистанцию. В некоторых ситуациях их близость настолько очевидна, что порой кажется, будто их нужно контролировать, чтобы держать все под контролем. Есть также небольшие моменты, которые никогда не остаются незамеченными. Чингук кажется гораздо более расслабленным, когда рядом Тэхён, будь то быстрое объятие, плечо, на которое можно опереться, или тихое, успокаивающее присутствие. Эта разница часто резко контрастирует с его взаимодействием с другими участниками. И именно в этом заключается его уникальность. В специальном выпуске Run BTS 2022 года, когда участники наконец воссоединились и атмосфера стала теплой и знакомой, повторилась та же схема. Когда Тэхёна попросили повернуться лицом к камере, он быстро поменял местами Намджуна и Чингука. Через несколько секунд Чингук положил руку на плечо Тэхёна, ненадолго опустил ее, а затем более уверенно вернул на прежнее место. В то время как остальные участники были погружены в старые истории и шутки о прошлом, Чингук, казалось, чувствовал себя все более комфортно. Он наклонялся ближе, сохраняя едва заметную дистанцию. Постепенно личное пространство исчезло, все происходило естественно, без всякого притворства. Вскоре после этого Тэхён обнял Чингука за плечо, они так и оставались, шутя. Даже когда тема разговора сменилась и остальные участники расхохотались, Тэхён, казалось, не хотел отходить. Чингук, похоже, совсем не возражал. Когда им сказали, что сессия переходит в финальный раунд, Чингук просто улыбнулся и последовал указаниям, оставаясь в том же положении. Близость не была в центре внимания, но и не была скрыта. Эти моменты напоминают мне интервью Billboard из эры Map of the Soul 7 февраля 2020 года, когда Тэхён напевал припев «Он», Чингук посмотрел на него с мягкой, искренней улыбкой. Взгляд, который трудно игнорировать, потому что он кажется таким честным. Когда Тэхён говорит о смелости, о долгом пути от незнакомца к самому дорогому человеку, Чингук внимательно слушает, его взгляд попеременно то улыбается, то выражает тихое восхищение, как будто каждое слово имеет для него особое значение. Ответы Чингука выражаются в простых жестах: легкое прикосновение к бедру, короткое поглаживание по шее, ничего броского, но достаточно, чтобы передать естественную связь. Даже когда Тэхён слегка меняет положение, Чингук сразу это замечает. Рефлекс говорит сам за себя. Небольшие взаимодействия продолжаются. Игривые щипки, легкие толчки, застенчивые улыбки. Все это посреди официального интервью, и именно там они демонстрируют, как продолжают искать утешение друг в друге, без лишних слов. Подобное явление наблюдается и в In the Soup. Нет никакой неловкости, хотя официальная версия гласит, что они только что снова встретились. Тэхён, полусонный, сразу же подходит к Чингуку и кладет лицо ему на плечо. Чингук просто принимает это, как будто это старая привычка. В различных других ситуациях, будь то игры, отдых или фотосессии, они неоднократно выбирают быть рядом друг с другом не из-за требований камеры, а из-за чувства комфорта. И что наиболее интересно, другие участники, кажется, к этому привыкли. Нет никакой чрезмерной реакции, как будто это часть повседневной динамики. В конечном итоге, независимо от интерпретации, ясно одно – последовательность. С помощью небольших жестов, мимолетных взглядов и неоднократных встреч Тэхён и Чингук демонстрируют связь, которая кажется сильной и постоянной. Несмотря на ограничения индустрии и внимание общественности, они все еще находят способ общаться, и, возможно, в этом и заключается самая захватывающая история. Если мы проследим нить через все эти моменты, то больше всего бросается в глаза не их интенсивность, а их повторяемость. Эта близость не является единичным событием или совпадением, которое появляется один раз и исчезает. Она существует во времени, в разных местах, в разных ситуациях.
Интересно, что нет явной попытки сделать их центром внимания. На самом деле, эти моменты часто появляются на заднем плане, среди смеха других участников, среди разговоров, которые к ним никак не относятся, как будто связь сохраняется даже тогда, когда камера специально ее не ищет. В строго регламентированной индустрии, где каждое движение может быть истолковано, а каждое выражение имеет последствия, такая последовательность кажется значимой, не потому, что она подразумевает, а потому, что она раскрывает. Комфорт, который не кажется надуманным, язык тела, который не выглядит преднамеренным. Тэхён снова и снова, кажется, инстинктивно ищет близости, будь то ожидание, небольшое отстранение или просто длительное пребывание на одном месте, в то время как Чингук по-своему всегда отвечает, не громкими словами, а своим присутствием. Что делает это еще более убедительным, так это то, что эта динамика никогда не нарушает ритм группы, нет напряжения, нет неловких реакций, другие участники двигаются вокруг них естественно, как будто все понимают границы и привычки друг друга. Для кого-то это может быть просто близкой дружбой, для других это может казаться чем-то более глубоким, но на данном этапе интерпретация остается за каждым человеком. Все, что можно наблюдать, это закономерность, ритм и непрерывность. И, возможно, именно в этом и заключается привлекательность, не в необходимости навешивать ярлыки, а в свободе наблюдения, в том, чтобы позволить этим маленьким моментам говорить самим за себя, без принуждения, без навязанных выводов. Тэхён и Чингук неоднократно демонстрируют, что в условиях напряженного графика, всеобщего внимания и профессиональных ограничений все еще есть место для комфорта, пространство для тихого единения, пространство для присутствия без необходимости что-либо объяснять. В конечном счете, эта история не о том, чтобы что-то доказать, она о наблюдении, о том, как два человека могут оставаться в синхроне в таком огромном потоке, и как раз за разом они всегда находят способ оказаться в одном и том же месте. Независимо от того, рассматриваем ли мы это как крепкую дружбу, глубокую эмоциональную связь или просто уникальную динамику, сформировавшуюся за годы, одно кажется неоспоримым – эта стабильность реальна. И, возможно, именно потому, что об этом никогда не объявляется публично, наблюдать за этим еще интереснее. И в заключение, пока они продолжают идти вместе, в непосредственной близости или просто понимая друг друга на расстоянии, эта история всегда будет двигаться вперед. Медленно, тихо, но никогда по-настоящему не будет утеряна из виду. Till I